Приветствую, уважаемые натуралисты, с вами канал Зу. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и ставьте лайки. Они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Господа, в мире существует 10 тысяч видов птиц. А если это еще и африканские птицы, которым приходится соседствовать с самим медоедом, царем зверей и прочими гиенами, то им еще и надо быть не менее хищными. Вот и наша сегодняшняя гостья выбрала профессию судебного секретаря. Судить за многочисленные убийства она решила не абы кого, а самых ядовитых змей. Встречайте птицу-секретаря или просто секретаря. Вид птиц из отряда ястребинообразных. Единственный в семействе птиц-секретарей. Кстати, такое название птаха получила не только из-за профессии. Ее своеобразное имя происходит от черных перьев на голове, напоминающих гусиные перья, которые раньше любили вставлять в свои парики судебные секретари. Итак, птица-секретарь – это очень хищная африканская птаха, которая состоит в близком родстве с самим ястребом. Стройная и сбалансированная, словно подиумная модель, пернатая дьяволица живет по всей территории африканского континента к югу от Сахары в саваннах. Животинка вполне приличного размера. Ее длина доходит до 150 сантиметров. Однако вес редко превышает 4 килограмма. Размах крыльев этой пташки больше 2 метров, но летать она не любит, ведь у нее есть длинные и сильные ноги, которые позволяют ей разгоняться до 30 километров в час, а еще топтаться по всяким грызунам и рептилиям. Кстати, взлететь птицы-секретари без хорошей разбежки вообще не могут. Самым заметным признаком нашей гости являются черные перья на голове, которые поднимаются во время брачного периода. Также особенностью этого периода считается то, что птицы-секретари издают рычащие и каркающие звуки. Окраска их оперения на шее и животе серая и становится темнее по мере приближения к хвосту. Вокруг глаз и до клюва оперения нет и видна оранжевая кожа. Птица-секретарь – это дневной хищник с суперским зрением. Весь солнечный день секретарь гоняет по саванне всех, кто неправильно написал судебные иски. А особенно безграмотных вообще убивает. Кстати, при помощи своих длинных конечностей и мощного клюва птица-секретарь с легкостью разламывает даже черепашьи панцири. А о ненасытности птиц-секретарей складываются целые легенды. Известен случай, что в птичьем зобу нашли одновременно 2 пары ящерок, 3 змей и 21 небольшую черепашку. Ну вот куда ей столько? Главной же пищей важных птиц-секретарей являются змеи. Охотясь, они с громкими ударами крыльев пускаются в бег, заставляя выдать себя притаившуюся жертву. Приметив добычу, они настигают ее зигзагообразными движениями, благодаря чему змеи теряют ориентацию. С сильными ударами ног, с крепкими когтями они убивают свою жертву. Если же змея защищается, то секретарь умело уходит от укусов и вновь нападает. Птица-секретарь издавна славится как умелый истребитель змей. Кстати, во время борьбы со змеей секретарь расправляет одно крыло и использует его как щит. Если змея и успеет сделать свой смертоносный выпад, то ничего кроме перышек она не укусит. Пока змея находится в ужасе от такого интеллекта своего обидчика, секретарь просто прижимает ее голову к земле и кромсает в фарш. Когда в саванне начинается сезон дождей, а перья для выписывания постоянных приговоров намокают, секретари начинают хотеть любви. Животинки эти, кстати, абсолютно моногамны и проводят всю жизнь вместе одной секретарской семьей. Влюбленная парочка
офисных работников во время конфетно-букетного периода танцуют друг перед другом, показывая перышки, свои хохолки на макушке, летают и бегают вместе. После уединения секретари идут строить гнездо на каком-нибудь дереве. Самочка откладывает от 1 до 3 бело-голубых яиц, которые она насиживает на протяжении 45 дней. В кладке обычно бывает 2-3 яйца, из которых выживает всего один сильнейший детеныш, потому что дети тоже яростно сражаются за родительскую еду и часто скидывают друг друга из гнезда. Если они после этого не в состоянии оторваться от земли, то их кормят на земле, пока они не научатся летать. Так как у птенцов много естественных врагов, то взрослого возраста достигает в среднем лишь один из них. Через 3 месяца птенцы покидают отчий дом и уходят во взрослую жизнь, а живет эта милая секретарша около 12 лет. Так уж сложилось, что в естественной дикой среде у зрелых птиц-секретарей врагов практически не имеется, хотя к их врагам можно причислить голых обезьян, которые обживают все больше африканских территорий, вытесняя пернатых с мест постоянной дислокации, вследствие чего удивительная и малочисленная птица-секретарь числится в Международной Красной книге, и ее вид имеет статус уязвимого. Тем не менее, птицу-секретарь очень любят и уважают местные жители за ее необычные способности, ведь это необычная птица – беспощадный истребитель ядовитых змей, спасающий местное население от опасных созданий, обитающих рядом с жильем. Эту птицу даже специально пытаются разводить в фермерских хозяйствах, чтобы избавиться от нежелательных встреч с ядовитыми змеями, а древние африканцы считали, что взять с собой на охоту перо птицы-секретаря значит то, что человеку будут не страшны любые опасные змеи, потому что близко они не подползут. Среди жителей Африки она считается очень благородной птицей. Недаром птица-секретарь изображена на гербе ЮАР и Судана. Она символизирует мощь и одновременно защиту от врагов. А как вы думаете, какую птицу с нашего континента можно сравнить с африканской птицей-секретарем? Пишите в комментах. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Пока я сделала великого медоеда и его русскую сестричку Росомаху. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео, и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!